Культура за 3 минуты. Название дней недели. В отличие от русского языка, где этимология дней недели носит более прагматический характер, вторник – это второй, среда – это в середине, на испанском и английском языках эти названия имеют гораздо более мистическое происхождение, связанное с планетами и богами древности. Одна из самых интересных вещей в этом топике заключается в том, что на испанском и английском языках названия дней в общем обычно обозначают одно и то же существо. И в некоторых случаях легко узнать, откуда они происходят. Понедельник, например, это Monday. Более или менее понятно, да? Moon Day – День Луны. По-испански то же самое. Lunes Dies. Вот почему это называется Lunes. Но как насчет других дней? Если кто-то знаком с «Кольцом Нибелунга», произведением из 4 опер Вагнера, или знаком с североевропейской мифологией, он, вероятно, догадывается, откуда взяли некоторые из этих названий. Напомним, что английский язык, хотя и разделяет определенные элементы с романскими языками, по сути является германским языком и взращен этой культурой. Таким образом, вторник по-испански это martes. Martis Dies – День Марса, который является богом войны, но в североевропейской традиции бога войны зовут Tyr, поэтому этот день называется Tuesday. Что насчет среды? По-испански это Mercury Dies – Miércoles, День Меркурия, который, очевидно, является не только планетой, но и римским богом Меркурием. Однако в древнегерманской культуре планета, которую мы знаем как Меркурий, ассоциировалась с богом, который мы сейчас знаем как Одина. Но на древнеанглийском языке это была Woden. Вот почему этот день называется Wednesday. Следующий, четверг, это Jovis Dies, День Юпитера. По-испански Júpiter, потому что эта буква соответствует звуку или фонеме «х». Поэтому этот день по-испански называется Jueves. И, как мы все знаем, Юпитер был самым важным богом Римской империи, который, напомним, является эквивалентом греческого бога Зевса. А Зевс это был бог чего? Да, он бог молний, как и Юпитер. И кто такой бог молний в скандинавской германской мифологии? Да, Thor. Вот почему день называется Thursday. Пятница то же самое. По-испански это Veneris Dies, Viernes, День Венеры. Однако в скандинавской традиции эквивалентом Венеры является богиня Фрейя. Да, Friday. Теперь, суббота это вообще по-другому. По-английски это Saturday, День Сатурна. Но по-испански, как и по-русски, название происходит от еврейской традиции. Шаббат, савваду. А воскресенье? Здесь наши три языки идут совершенно разными этимологическими путями. Хотя они имеют очень интересную теологическую и политическую подоплеку. Особенно в английском, поскольку воскресенье – это день одного из самых важных языческих богов – Солнца, Sunday. Но по-русски это воскресенье, день воскресения Иисуса Христа. В этом смысле испанский ближе к русскому, чем английский, поскольку он также связан с Иисусом Христом. Domingo, Dominus Dies, День Господень. ¿Y tú? ¿Cuál es tu día favorito de la semana?